Приветствую, друзья! Сегодня расскажу вам о самой доступной кинотеатральной системе на вторичном рынке. Это Sven Audio HP514T. На Авито комплект из 5 колонок обойдется вам в 4-5 тысяч рублей. И это полноценная двухполосная AES из МДФ, которая способна выдать хороший звук в кино, в обычной квартире или на даче. На 514 колонках вполне можно посмотреть концерт или послушать музыку фоном, а их внешний вид хорошо впишется в любой интерьер. Сама серия Sven Audio была создана компанией Sven в 2002 году, для того чтобы заполнить нишу между активными мультимедийными колонками и пассивными Hi-Fi за $800 тысяч. При этом по цене быть ближе к мультимедиа, а по звуку и качеству к именитым собратьям. Что из этого всего вышло и как оно звучит сейчас, спустя столько лет? Давайте разбираться. Sven Audio HP514T – это пассивная акустическая система, а значит нужен внешний усилитель. Так как мы собираем домашний кинотеатр, то в качестве усилителя будет выступать AV-ресивер. Благодаря характеристикам этого комплекта подойдет буквально любой начальный ресивер. И это на самом деле большой плюс 514-х. Этот обзор рассчитан в первую очередь на тех, кто решил собрать свой первый домашний кинотеатр. И за свою скромную стоимость комплект Sven Audio, я не побоюсь это сказать, играет просто отлично. Собственно, комплект состоит из самых габаритных фронтальных колонок, центральной колонки, из которой звучат все диалоги в фильмах, и тылов для создания полной звуковой панорамы. Несмотря на то, что размеры колонок разные, звуковую картину они выдают ровную, без явных разрывов и перепадов, даже если не пользоваться автонастройкой ресивера, которая сглаживает такие моменты. 514 выходили в двух цветовых решениях. Это строгий черный венге и светлый теплый бук. Можете выбрать в зависимости от вашего вкуса и обстановки в комнате, или же какой более интересный комплект по цене и в хорошем состоянии вам подвернется на вторичке. Кстати, о том, как я вообще познакомился с этим комплектом Sven Audio. Бывает, что многие вещи у меня случаются спонтанно. Еще с 2000-х хотел собрать полноценный домашний кинотеатр с AES 5.1 и AV-ресивером. Читал журналы по домашним кинотеатрам и звуку, смотрел на аппаратуру в шоурумах и торговых сетях электроники своего города. В те годы приобрел мультимедийный комплект для ПК Microlab. Потом покупал кинотеатр DVD в одной коробке от BBK и уже в 2010-х покупал аналогичный Blu-ray DK от Samsung. 3 года назад начал увлекаться проекторами из Китая, и сама идея улучшения звука постоянно витала где-то рядом. Смотрел фильмы, используя как раз тот самый комплект активной мультимедиа 5.1 от Microlab. И вот 1,5 года назад на Авито попалось на глаза объявление о продаже ДК одним комплектом. Там шла 514 AES, 620 SAP Sven Audio и усилитель BBK. Оперативный запрос с Яндекс и анализ информации показал, что сделка более чем стоящая, тем более, что хотел настоящий ДК уже давно. И понял, что вот оно, настало время устроить настоящий домашний кинотеатр. Договорился о встрече и поехал покупать все это добро. Предварительно поговорю с женой. Есть такой термин, как Y-фактор, обязательно позаботьтесь, чтобы он всегда был положительным, чтобы избежать скандалов. Когда жена увидела весь этот кинотеатральный набор, она была несколько обескуражена и сказала, что ожидала видеть колонки несколько меньших размеров. До этого она видела только ДК из коробки. Пришлось объяснять, что на самом деле это достаточно компактная акустическая система, и после установки в интерьер все это дело будет выглядеть гораздо лучше. В то время у меня был проектор Evericom M9, и мы как раз переехали на новую квартиру. Место для экрана у меня уже было, и расставил колонки, подключил к усилку BBK, а сам усилок соединил с проектором через кабель с мини-джеком достаточной длины. После был приобретен уже AV-ресивер Pioneer 819H, а также приехала тумба Brimnes под ТВ из IKEA. И тогда дизайн гостиной принял законченный вид. Кстати, насчет проблемы проводов. На самом деле никакой проблемы нет. Центр фронты разместил на тумбе, а тылы на широких подлокотниках дивана. SAP поставил между книжным шкафом и тумбой. Все провода отлично расположились за тумбой, и их просто не видно. 2 кабеля к тыловым АЭС пустил по периметру комнаты в кабель-канале поверх плинтуса, и их тоже не видно. Если у вас в комнате плинтус с кабель-каналом, можно пустить кабель к тылам прямо внутри него. Вот и получается, что проблема проводов надумана, и на самом деле все решается очень просто и быстро, даже если у вас уже сделан ремонт.
Теперь давайте посмотрим на внешний вид и характеристики этого комплекта для домашнего кинотеатра. Вы сможете нажать на паузу и посмотреть более внимательно, если вас заинтересовали конкретные показатели. Фронты двухполосные, SCNC динамик диаметром 155 мм или 6 дюймов. Диффузор выполнен из лакированной бумаги, подвес из мягкой резины. ВЧ-твиттер 27 мм из полупрозрачного пластика. Фазоинвертор с отверстиями на задней панели. Подключаются колонки резьбовыми зажимами. Тылы двухполосные. SC динамик диаметром 101 мм или 4 дюйма. ВЧ-твиттер 19 мм шелковый. Корпус закрытый. Подключение через пружинные зажимы. Центральный канал двухполосный. 2 SC динамика диаметром 101 мм или 4 дюйма. ВЧ-твиттер 19 мм шелковый. Подключение через пружинные зажимы. Комплект хоть и полочный, но в общей сумме вся масса комплекта составит 24 кг. Грили крепятся на лицевую часть АЭС посредством 4 пластиковых штифтов. Сами грили выполнены из серой ткани с логотипом Sven Audio. Колонки можно оставить с грилями, а можно снять, можно чередовать, как вам больше нравится. Под фронты предусмотрены специальные резиновые ножки для снижения передачи вибраций. Есть мнение, что под полочную акустику обязательно нужно предусматривать стойку, но это не так. Можно спокойно ставить на стол, тумбу или другую мебель. Главное, чтобы основание было надежным и не резонировало в такт АЭС во время работы. Все колонки выполнены аккуратно. На передней части выполнен декоративный скос, плавно переходящий в такой же скос на съемном гриле. Везде наклеен декоративный шпон под дерево. Все очень аккуратно и плотно подогнано. Колонки довольно симпатичные, и жена достаточно быстро к ним привыкла. Подключать колонки к ресиверу можно любым медным проводом. Сечение в 1,5 мм квадратных будет более чем достаточно. Либо можно воспользоваться комплектными проводами, если они остались от прежнего хозяина. Теперь немного поговорим о расстановке АЭС. Центр, разумеется, ставится по центру. В идеале максимально близко к уровню ушей слушателя. У меня определенный компромисс, поэтому пришлось сделать уровень громкости центра немного выше и направить его немного вверх на слушателя. Можно подложить под переднюю часть специальную подставку, чтобы обеспечить нужный угол наклона. Фронты устанавливают по сторонам от центра. Разносить их в стороны следует в зависимости от расстояния до зрителя. Чем шире они стоят, тем шире звуковая панорама. Также настоятельно рекомендую развернуть фронты в центр, на зрителя. Это обеспечит равномерную звуковую панораму по всему дивану, а не только центральному зрителю. Поверьте, это уже проверено многими опытным путем, в том числе и мной. Тылы располагайте исходя из вашей ситуации. У меня решение с установкой на подлокотнике дивана временное. Позже буду монтировать на стену посредством кронштейнов. Можно смонтировать на тыловой стенке полки и установить тылы на них. Либо кронштейны, либо стойки. Что вам удобнее и больше подойдет. Сами тылы нужно развернуть на центральное место прослушивания на диване. Либо, если диван совсем вплотную к стене, направить друг на друга в центр. Если монтируете на кронштейны, высота размещения должна быть 60-90 см над ушами зрителя или выше. Во-первых, это создает определенный эффект высоты сцены, который позже появился в системах Dolby Atmos. А во-вторых, расширяет комфортное место прослушивания на диване, чтобы тыловые колонки не играли в уши сидящих по краям зрителей. Теперь звучание Sven Audio HP514T. Это полочная АЭС. Значит, к ней необходим сабвуфер, чтобы в кино ДК отыгрывал весь диапазон частот. Полочная акустика в первую очередь предназначена для небольших помещений до 20-25 квадратных метров, а низы отыгрывает саб. Для обычных квартир это лучший вариант, потому что напольники в небольших помещениях довольно часто могут резонировать и гудеть в унисон комнате, и с этим ничего не поделать. Ну, ребят, давайте говорить честно, какие у нас с вами квартиры? Это всегда проблема, потому что особенно напольники с фазоинверторами, всегда норовят загудеть. Саб для домашнего кинотеатра – это обязательное условие, что бы ни говорили владельцы напольников без саба. У меня в гостиной 18 квадратных метров 514 в паре с сабом Sven Audio 620V звучат отлично, с учетом того, что у меня обычная гостиная без акустической обработки. Поздно вечером и ночью смотрю кино без участия саба. Такого звука на 514 мне хватает, и при этом я не мешаю спать соседям и моим домашним.
Кроме фильмов, смотрю концерты на DVD и Blu-ray, играю в видеоигры и просто слушаю музыку фоном. Для всех этих задач 514 подходит очень хорошо в качестве начального комплекта. Разумеется, речь о неискушенных слушателях, но ведь таких людей большинство. Если сравнивать, то все прошлые комплекты мультимедиа колонок для ПК и ДК из коробки играли гораздо хуже, и музыку и концерты на них слушать я просто не мог. Благодаря низкому сопротивлению 8 Ом, Sven Audio сыграется с любым AV-ресивером, а достаточно неплохая чувствительность фронтов передает все нюансы фонограммы и звуковой дорожки фильма, даже на небольшой громкости, что очень важно. Более года пользовался этими колонками и могу сказать о них только хорошее. Потому что за минимальную стоимость они действительно позволяют собрать дома настоящий домашний кинотеатр. И конечно же, они точно играют лучше, чем все начальные саундбары до 50 тысяч рублей, а скорее всего и выше. Просто потому, что это деревянная двухполосная АС и физически 5 каналов плюс саб на низкие частоты. По звучанию 514 с сабом хорошо подойдут для электронной музыки и техно, хип-хопа и танцевальных треков. Неплохо звучит вокал, а также инструментальные партии, записанные на концертах. На этих АС без проблем можно отличить, играет кодек Dolby Digital или DTS. HD кодеки звучат особенно хорошо. Все концерты на Blu-ray записаны как раз в HD кодеках. Музыка и звуковые дорожки в DTS и HD кодеках звучат громче, ярче и детальнее, чем обычный Dolby Digital. Запись концертов и фильмов с Blu-ray в паре с сабом вы можете скачать по ссылкам прямо под этим видео. Можно послушать и онлайн из облака, но лучше предварительно скачать. Рекомендую слушать в наушниках. Разумеется, вы не сможете услышать на стереозаписи реальный звук, как я слышу его своими ушами у себя в гостиной. Запись передает лишь характер звучания и дает определенное представление о звуке. Я попробую просто поделиться впечатлениями о том, что слышу и ощущаю сам во время просмотра. Клип Найджел Стэнфорд с демодиска DTS HD. Голос в начале трека переходит из тыловых каналов на передние. Комната наполняется эхом клавишных. Бас гуляет по комнате в такт по диагонали из тылов во фронты и обратно, отражаясь отзвуками и эхом во всех каналах. Ударные четко локализуются впереди. Удар карта микрофон играет эхом попеременно со всех 4 сторон. И все эти звуки, звучавшие по отдельности, внезапно сливаются в единый гармоничный оркестр, рождающий музыку. Слышны мельчайшие детали, такие как перелив тарелочек в верхних твиттерах тыловых колонок. Картинка впереди зрителя, а музыка обволакивает и звучит вокруг зрителя. И вот звучит резкий удар низкими частотами, который ощущается даже через диван. Потом перелив по верхам твиттеров на высоких частотах. Клавишная партия нарастает, звук идет со всех сторон, и вот весь трек достигает своей кульминации и звучит в полную силу, подпираемую низкими частотами. Теперь впечатление о просмотре фрагмента из фильма Oblivion. Дверь облачного модуля открывается, и ветер гуляет в тыловых каналах. Нарастают струнные инструменты и низкочастотная составляющая саундтрека. Появляется название картины под низкий удар струнных. Идет проверка систем. Мощный звук запуска двигателя Bubbleship на низких частотах. Все звуки проверки корабля отчетливо слышны и хорошо локализуются. Музыкальная партия создает эпическую атмосферу. Корабль попадает в грозу. Удар молнии проходит из фронтов в тыловые колонки. Звучат высокие частоты электрического разряда, так и низкочастотный удар грома. Дождь хлещет по стеклу кабины из фронтальных каналов и звучит фоном из тылов. Корабль пролетает из тылов во фронты. В сцене полета над стадионом звук повторяет облет Bubbleship против часовой стрелки прямо по комнате вокруг зрителя. Когда корабль пролетает через тыловые каналы, добавляется заметно больше низких частот и баса во время торможения. И вот корабль возвращается в центр экрана прямо перед зрителями. При этом диван вибрирует, и пятой точкой ощущаешь прилет корабля. В финале давайте послушаем, как Sven Audio 514 играет музыкальные фрагменты в стереорежиме, без участия сабвуфера. Играют только две фронтальные колонки. Запись велась на диктофон Zoom H1 на встроенный XY микрофон. Рекомендую слушать в наушниках. Как вы можете слышать сами, баса для прослушивания музыки там вполне достаточно.
my world from spinning. I'm just thinking about your eye. Just don't know if I've been faking or pretending, but I know I never felt so damn alive. I don't know if I believe the information given, that there was someone by your side. Coming back inside my body for a second, there is no way that I'm never gonna try. Hello, where you at, where you been? Tell me everything about you, go slow, so I can write it down and become the perfect man. Guess now we're giving it a try.